Всем привет, это проект ТОП ВУЗ, и я его ведущая Евгения Черноскулова. Я посещаю топовые университеты нашей страны и на один день вживаюсь в роль студента. Сегодня свои двери открывает президентская академия РАНХИКС. Школа будущих государственных руководителей, министров и бизнес-экспертов. Наше путешествие начнется ровно через 1 секунду, и мы найдем ответ на вопрос. Кто же здесь учится? Секунда прошла, я думаю, что мы можем начинать. Главная специализация президентской академии – подготовка управленческих кадров для государства, а в области бизнес-образования РАНХИКС и вовсе считается лидером по России. Когда-то на вопрос журналиста, в чем отличается политик от государственного деятеля, Черчилль ответил, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель о следующих поколениях. Вот мне кажется, менталитет наших абитуриентов, наших будущих студентов должен быть ближе ко второй номинации. Они должны мыслить стратегически, думать не только о своей собственной карьере, но и о том, что они могут сделать для страны в целом. Богатеем вместе со страной, а не за ее счет. А знаете, очень сложно сравнивать любой классический университет с академией. Вот мы с вами находимся в 5-м корпусе, вот студенты могут сидеть здесь вдоль стен, что-то есть, что-то играть. Ты приезжаешь в субботу на работу, здесь клуб настольных игр. Это повсеместно такой мир студентов, мир студенческой свободы и студенческого саморазвития. Первое, что бросается в глаза, это вот эта дикая атмосфера того, что здесь студент в том или ином виде на первом месте. Это очень круто. Ключом студенты это видят, и вот там мы проводим дни открытых дверей, и они приходят к нам, оказываются здесь, и говорят, мы никогда не представляли, что президентская академия — это место, где молодые, активные, куда-то бегут, что-то им надо от жизни. И вот это вот тебя сначала удивляет, потом думаешь, я в мире иллюзий, фантазий, а потом тебя это подкупает. И вот, наверное, то время, что я в академии, я продолжаю удивляться тому, что этот мир построили. Ну и самое крутое, что здесь есть, ты вот идешь учиться, а тут министр идет тоже обучаться чему-то на своей программе повышения квалификации. И студентик такой, вау, я сфоткаюсь с министром, задаю ему вопросов, такого нигде нет. И вот эта вот экосистема академии, она для меня в действии. Свою историю президентская академия ведет с начала 20 века, однако главной вехой в истории считается 2010 год. Именно тогда, через объединение Академии народного хозяйства, Российской академии государственной службы, а также 12 региональных академий госслужбы, была создана Российская академия народного хозяйства и госслужбы, РАНХИКС, какой мы ее знаем на данный момент. На протяжении всей своей многолетней истории Академия сменила много названий, но задачи, которые перед ней ставило государство, оставались неизменными. Подготовка профессионалов для управления огромной страной. Наши студенты готовы не только возглавлять крупные компании, государства, я не знаю, представительные органы власти, они готовы работать и в команде. Потому что на самом деле не всегда позиция прям крупного руководителя является для конкретного человека прям неоспоримой ценностью. Многие люди достаточно свободны, они предпочитают даже режим фриланса, но при этом создают что-то новое, что востребовано всеми остальными. Но я буду очень рад, если выпускник президентской академии в будущем возглавит нашу страну, потому что я абсолютно уверен в том, что тогда это будет очень достойный человек. Сегодня РАНХИКС – это не просто университет, а настоящая научно-образовательная экосистема, учиться в которой можно с 14 лет и на протяжении всей жизни. Прежде всего, наверное, 2 слова нужно сказать о самой технологии вращающейся двери. Она означает, что человек в течение жизни может сменить успешный бизнес на работу в госструктурах, потом на работу в общественном секторе. Я должен сказать, что ярким примером успешности такой вращающейся двери является наш ректор Алексей Геннадьевич Комиссаров, который в свое время создал успешный бизнес, работал министром правительства Москвы, потом возглавлял Фонд развития промышленности и «Россию – страна возможностей», и вот теперь стал ректором академии. Таких примеров довольно много, я могу их перечислять практически бесконечно, и очень важно, что люди, они профессионально готовы к этому. Они умеют коммуницировать, они клиентоориентированы, они думают о том, как создать ценность для тех, кто работает вместе с ними. Вот это, мне кажется, очень важно. Ну а студенты могут похвастаться медалями российских олимпиад, победами в государственных и международных конкурсах и собственными проектами. Например, совсем недавно в РАНХИКС открылось новейшее киберпространство.
Расскажите, как вообще получилось так, что университет поддержал вот такой проект? Потому что кажется, что как будто бы игры, я понимаю, что сейчас они популяризируются, и сейчас серьезное совсем другое отношение к этому. Но все-таки есть люди, которые считают, что как будто бы игры — это вроде что-то хобби, развлечение, но сейчас это прям спорт, и университет поддержал это. Я думаю, что руководство, ректорат, они увидели в этом необходимость открытия нового студенческого пространства, поэтому поддержали нашу идею, поняли, насколько нам это нужно, и поэтому пошли нам навстречу. Анастасия, расскажите, ребята из каких факультетов чаще всего приходят, и что за студенты каких направлений уже состоят в сборной? В киберспортивной сборной RunHix могут попасть студенты буквально со всей академии, то есть у нас нет такого, что определенный факультет представляет определенные сборные. Зачастую в наших сборных состоят ребята из тех институтов, где больше всего мужской аудитории. Наверное, это инженерные какие-то направления. Ну, да, инженерные, либо юридические, то есть вот. И гуманитарии, получается. Гуманитариев у нас крайне мало, наверное, но такие есть ребята, да. Есть исключения. Да. Ну вот, кстати, я гуманитарий, к слову, и я не против сейчас попробовать что-нибудь сделать. Как человек совсем далекий от этого, я готова ко всему на данный момент. Давайте попробуем. Давайте. Да, ребята, мне кажется, что я тут надолго. Столичный комплекс Академии располагается в нескольких районах Москвы, а общая площадь кампуса более 1 миллиона квадратных метров. Сложно представить, как будет выглядеть RunHix, когда вот эта большая стройка завершится, потому что уже сейчас это целый город в городе со множеством зданий и корпусов. К размещению студентов здесь тоже подошли серьезно. Целых 3 общежития по всей Москве и 1 на территории кампуса. В Академии есть собственное издательство, книги которого можно найти на полках любого магазина. И это далеко не только узконаправленная научная литература. Кроме того, на территории кампуса есть собственная автошкола. Заветное удостоверение водителя можно получить уже в студенческие годы. Голодать студентам RunHix тоже не придется. Роман Александрович, расскажите, как вы оказались здесь? Мне кажется, у вас очень интересная работа, постоянно со студентами взаимодействуете. Ой, так это на самом деле меня сюда просто пригласили в свое время, потому что моя жизнь с Академией, сначала Академия народного хозяйства, потом RunHix, она связана уже лет 20, наверное. Мне кажется, что к вам часто приходят, потому что хотят именно пообщаться, взаимодействовать с вами, как с главным создателем этих прекрасных блюд. Это не случайно, у меня вот среди всех самая высокая стойка, уровень как раз бара. Вот, потому что она создает возможность общения. Нравится вам вообще со студентами каждый день пересекаться, общаться? Да, очень приятно. И, честно говоря, вот этот вот азарт в глазах, это порой то, чего отсутствует у людей, которые, знаете, уже там 40-50. Здорово. Мне очень нравится здесь. Академию можно назвать по-своему уникальным местом. И сделать это можно по нескольким причинам. Здесь у Академии есть фундаментальное конкурентное преимущество. Она находится в пуле вузов, имеющих право на разработку самостоятельных образовательных стандартов. Все же скорость изменения федеральных государственных образовательных стандартов, она не может вот так успевать за жизнью, как те, кто имеет возможность быстро к этому адаптироваться. Ну, например, вот программы по искусственному интеллекту появляются, и все, что с этим тоже связано. Все, что связано с реализацией государственных программ, приоритетных проектов и так далее. Поэтому, используя те конкурентные преимущества, которые у нас есть, мы имеем возможности не только адаптироваться к изменениям, но и используем эти возможности на практике. Студента учат не только люди молодые, не только люди возрастные, а разные категории, видеть разные подходы. На мой взгляд, вот ты держишь какой-то большой конгресс-форум, и заставить студента летом пойти поработать волонтером – это странная такая алогичная задача. А потом выясняется, что нет, студент активно бежит, и я долго ходил, спрашивал студента, зачем это делаете? Они говорят, ну как, тут вот приезжает, не знаю, руководитель Яндекса, и мы можем с ним пообщаться 10 минут, пока я его провожу до его аудитории, где он будет читать там, не знаю, лекцию, вести круглый стол. И выясняется, что многие это очень ценят, вот эту вот возможность прикоснуться. Государственные служащие, депутаты, министры, владельцы крупных бизнесов часто возвращаются сюда, в свою альма-матер, чтобы встретиться со студентами и передать им свои знания и опыт. На самом деле мы сейчас можем увидеть, что 50 губернаторов, которые обучались в Академии, заняли вот такие соответствующие посты. Руководители многих крупных корпораций,
тоже являются выпускниками академии. Но и даже не обязательно занимать настолько высокие посты, потому что наша жизнь дает огромное количество возможностей для самореализации. Многие люди создают свои собственные бизнесы еще в стенах академии. И, естественно, мы имеем очень серьезные контакты с крупнейшими российскими корпорациями, такими, например, как Сбербанк, Россети, ВТБ, Газпром и так далее. И они охотно берут наших выпускников на работу, потому что они узнают еще их во время тех практик, которые они в них проходят. В академии, вот, на мой взгляд, приходят ребята разные. С разной жизненной позицией, с разными жизненными взглядами. И здесь учат 3 вещам. Первое — быть хорошим человеком. Это глупо звучит, но быть хорошим человеком — это быть человеком с жизненной позицией, с активной жизненной позицией. Вот. Поэтому вот в академии вас учат быть небезразличными. Небезразличными к судьбе этой страны, к будущему месту, где мы живем, и делать что-то полезное для этого. Вас учат быть вот этим маленьким академическим братством, на самом деле не маленькое, потому что у нас 250 тысяч, и, наверное, уже больше миллиона, если посмотрим на список выпускников, он еще больше. Вот. И вот это вот навык чувства локтя и плеча, он прививается здесь. Поэтому, если вы пришли к нам серым, скучным, занудным, мы будем делать все, чтобы сделать из вас яркого и тормошить вас активного человека с суперактивной жизненной позицией. Когда я зашла впервые в РАНХИКС на своем первом, будучи абитуриентом, я зашла в РАНХИКС, я почувствовала тут такую атмосферу, такую нереальную энергию от того, что какие люди работают в приемной комиссии, от вообще вот этого здания. Поэтому именно вот своей вот этой энергетикой РАНХИКС меня как-то заставил полюбить себя. Вот. И поэтому я очень рада, что однажды сделала этот выбор. На самом деле преподаватели президентской академии, они очень открыты и практикоориентированы. Вот одна из причин, почему я выбрала президентскую академию, потому что здесь действительно все идет на практику. Вот. И мои личные преподаватели — это были люди, которые работали в различных информационных агентствах, на телевидении и так далее. РАНХИКС — это на самом деле второй дом. Вот как у нас есть такая фраза, которую мы произносим на всех мероприятиях: РАНХИКС — наш дом. И это действительно так, и если вы сюда поступите, то вы это поймете. Рассказывать о президентской академии можно, наверное, вечно, но мой день внутри студенческого городка подходит к концу. И, кстати, символично то, что прямо сейчас рядом со мной выпускники фотографируются со своими красными и синими дипломами и отмечают завершение обучения в этом прекрасном учебном заведении под названием РАНХИКС. Много специалистов выпускают, которые действительно ценятся на рынке труда. Ну и в целом он по всем рейтингам занимает там первые 3 места всегда. Это в экономических факультетах. Огромное количество интересных направлений. И самое главное, да, то есть чтобы это не было просто словами, что качество на выпуске, так сказать, которое измеряется в действиях, оно показывает результат, который и обещали изначально. Я здесь отучился бакалавриат, магистратуру 6 лет, хороший преподавательский состав. Мне очень здесь понравилось. Много знаний здесь получил, которые сейчас вот использую у себя в работе. Поэтому я вот доволен остался очень. Думаю поступать в аспирантуру. Вот и подошел к концу мой день в РАНХИКС. Атмосфера достижений впечатляет. Но хотелось бы узнать и ваше мнение. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы учиться здесь. Ну а я в следующем выпуске посещу еще один топовый университет. Это был проект ТОП ВУЗ. Меня зовут Евгения Черноскулова. Увидимся!